Всем привет! Меня зовут Надя, и вы на моем канале смотрите мои вязальные видео. Сегодня я научу вас вязать вот такую сумочку. Сейчас покажу другую сторону. Эта сумочка связана из пряжи Бисквит. Одного моточка не хватает, я просто для контраста одела ручку от другой пряжи, но в принципе одного мотка на такую сумочку вполне будет достаточно. Да, у меня на молнии. Вязать такую сумочку мы будем по схеме идеального круга, рядами по спирали, здесь их видно. Она состоит из двух половинок, и затем мы их соединим, где-то вот здесь проходит соединение, да, его совершенно незаметно. Абсолютно две одинаковые половинки. Во время вязания на экране будет схема. Тот ряд, который мы вяжем сейчас, в данный момент, будет выделен цветным. Остальные ряды, которые мы провязали, они будут черно-белые, их будет не так заметно, да? И также начало вязания в схеме будет отмечено красным треугольником. И чтобы вязать по схеме, нужно смотреть ее против часовой стрелки. То есть мы вяжем против часовой стрелки и также смотрим по схеме петли тоже против часовой стрелки. Итак, давайте начнем вязание. Из материалов нам потребуется один ролик или моток пряжи Бисквит от пряжи Центр. В ролике толщина 3 сантиметра, а в мотке это будет нить 7-9 миллиметров и длина 100 метров, примерно 350-400 грамм. Да, это нитка лицевой нарезкой наружу, крючок номер 8, и мне потребуется немножко маркеров. Да. Если у вас нет таких маркеров, ничего страшного, можно просто взять тонкую, например, хлопковую нитку. Конечно, не той, которую шьете, но той, которую вяжете, да, не трикотажную, тонкую нитку, и она заменит вам маркеры. Итак, давайте начнем вязание. Я уже сказала, что буду вязать из ролика. Я предпочитаю ролики, они компактнее при доставке, да, и мне больше нравится вытягивать нитку самой. Так она получается идеальной, как мне кажется. Так, вязание начинается с магической петли. Как я делаю магическую петлю? Я кладу нитку на руку. То есть я видела варианты, когда вот так наматывают, но мне больше нравится самой делать петельку, когда я кладу нитку на руку. Делаю такую петлю, вставляю крючок в петлю, подхватываю нить и вытаскиваю. И провязываю. Это получилась магическая петля с первой петлей. Это воздушная петля, но она играет роль первого столбика без накида. Свяжем еще в эту же магическую петлю 5 столбиков без накида. Когда я провязываю магическую петлю, вот этот хвостик я тоже оставляю внутри, то есть его я подхватываю во время провязывания. Это позволяет потом затянуть, то есть она получается как бы такая утягивающая, да. То есть если вы его не оставите, он у вас не будет таким подвижным, эта петля. В этот момент мне тоже кажется важным. Итак, я провязала 5 столбиков без накида, и первая у меня была воздушная петля. Итого у меня 6 петель в магическую петлю. И дальше я перехожу к вязанию самого полотна. Первую петлю я буду делать вот в эту перемычку. Дальше как бы в каждую петлю, это будет второй ряд, и со второго ряда я начну использовать маркеры, потому что данную сумочку мы будем вязать по спирали, а не рядами. И начало и конец ряда будет не так очевидно найти, не так просто, и поэтому понадобятся маркеры, удобнее использовать их. Да? Схема будет все та же, это схема идеального круга, но по спирали она, как бы, мне кажется, делается сложнее, потому что можно немножко потерять начало и конец ряда. И первую петлю, то есть опять 2 петли я буду делать вот за эту ножку, которая здесь осталась. Делаю сюда 2 столбика без накида. И на первый столбик я повешу маркер. Он будет отмечать начало второго ряда.
Дальше вязать будем вот за эти перемычки. Вот будет первая перемычка, вторая, третья, четвертая, пятая. То есть нужно будет в каждую перемычку связать по 2 столбика без накида. Смотрите, вот я вставляю крючок в перемычку и делаю один столбик и делаю второй. Таким образом, как бы на лицевой стороне полотна остается косичка. То же самое делаю в следующий столбик, точнее в следующую перемычку, тоже 2 столбика. Опять 2. Я буду вытягивать нить по мере вязания. И второй делаю. И вот в последний снова 2. И обратите внимание, что получается, что с лица изделия остается косичка. Теперь можно эти косички пересчитать. Вот первую я отметила маркером. Смотрите, мы их считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. У меня получилось 12 косичек во втором ряду. Это соответствует схеме идеального круга. То есть набираем мы 6, во втором ряду удваивается это количество, получается 12. Следующий ряд, третий. И опять, исходя из схемы идеального круга, мы будем здесь чередовать. Вяжем все за те же перемычки. Столбик без накида, 2 столбика без накида. И опять не забываем, что первый столбик без накида нужно отметить маркером, чтобы не сбиться, потому что вязание идет по спирали. Вот я его отметила. Снова столбик без накида. И опять 2 столбика без накида. Столбик без накида. 2 столбика без накида. Таким образом, в этом ряду количество петель снова увеличится на 6, и мы получим уже их 18. 2 столбика без накида. Снова столбик без накида. Два столбика без накида. И еще осталось мне связать один раз столбик без накида и один раз 2 столбика без накида в одну петлю. Но опять для того, чтобы проверить, все ли я сделала правильно, можно пересчитать. Начинаем с той петли, на которой висит маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Все правильно. Да, вот вы как видите, косичка идет по спирали, постепенно увеличиваясь. И когда мы провязываем каждый следующий ряд, она немножко прижимается к предыдущему. То есть вот у этого ряда еще нет как бы ряда, который бы его провязал, да, который бы подцепил вот эти его перемычки, и поэтому здесь еще есть пространство. А вот здесь вот уже пространства нет, и они довольно плотно смыкаются друг с другом. И снова переходим к вязанию 4-го ряда. И 4-й ряд опять соответствует, как и все остальные, схеме идеального круга. Но здесь мы уже будем чередовать 2 столбика без накида в одну петлю и 2 одинарных столбика без накида. Начинаем с 2 столбиков без накида в одну петлю. То есть здесь как бы подряд, если посмотреть, то да, получится 2 раза по прибавкам. Но я не советую на это обращать внимание,
потому что мы вяжем по схеме идеального круга, как бы по спирали. Да, будут такие места, когда прибавки будут рядышком друг с другом. Снова вешаем маркер на первую. Я связала 2, но первую из них я заметила, и на нее я повесила маркер. Вот она. Дальше 2 столбика без накида одинарных. Почему мы чередуем в таком порядке? Сейчас я вам покажу. Дальше снова будет 2 столбика без накида в одну петлю. А вот почему. Потому что в предыдущем был одинарный столбик, да? И за ним идет удвоенный столбик. То есть делать удвоенный столбик над удвоенным столбиком не очень хорошо, потому что будет тогда получаться шестиугольник. Нужно прибавки как бы не делать одна на другой, нужно их смещать. И поэтому здесь чередование идет именно в таком порядке, как сначала 2 столбика без накида в одну петлю, а затем 2 столбика без накида одинарных до конца ряда. Снова можно вот даже раскрывать предыдущий ряд и смотреть, если это одинарная петля, то в нее делается прибавка. А если это петля двойная, то каждая из этих петель провязывается одинарным столбиком без накида вот за эту перемычку. Предварительно я еще ее пальцами вытягиваю. Вот она. Снова 2 столбика без накида в одну петлю. И 2 одинарных. Раз. 2. Заметьте, в этой сумочке нет никаких соединений, потому что она вяжет по спирали. И, соответственно, нет подъемных петель. Мне кажется, это очень удобно. Такую вязать сумочку очень легко, и с ней справится, мне кажется, даже новичок. У меня снова остается 3 петли, которые нужно провязать, потому что маркер отмечает первую петлю. Соответственно, первую я делаю 2 столбика без накида в одну петлю. И 2 одинарных. Количество петель в этом круге снова увеличивается на 6, и теперь оно равно 24. Можете пересчитать, маркер будет первой петлей. И переходим к вязанию 5-го ряда. В 5-м ряду по схеме должно чередоваться 3 столбика без накида одинарных и опять 2 столбика без накида в одну петлю. Но, как мы видим, здесь у нас начинается ряд предыдущий, 4-й с 2 столбиков без накида, которые делают прибавку. Поэтому 5-й ряд мы начнем тоже с одинарных столбиков, то есть вот эти 2 я провяжу одинарными. Первый я опять отмечу. Раз. И 2. И следующий столбик я буду делать прибавку. То есть у нас получается, что наше чередование немножко разбивается. Оно сохраняется, да, но не в том порядке. Мы начинаем с 2 обычных петель. То есть вот можно посмотреть, например, если раздвинуть предыдущий ряд, то двойные петли всегда провязываются в следующем ряду одинарными столбиками. И после них, в петлю после них я делаю прибавки. То есть здесь будет вот эта двойная петля. Раз, 2. А дальше идет то самое чередование. 3 обычных одинарных столбика без накида в каждую петлю. Точнее, не в каждую петлю, а по одному. Да? И затем снова 2 столбика без накида в каждую петлю. То есть прибавка. Вот. Я смотрю опять, как
получился предыдущий ряд, все правильно. Закончила я делать одинарные столбики над двойными. И дальше делаю двойной. Снова. Раз. Два. Три. Снова проверяем. Все правильно. Вот двойные петли предыдущего ряда. И в следующий столбик я делаю 2 петли. Раз. Два. Раз. Два. Три. Опять проверяю. И в следующий столбик снова делаю 2 петли. Раз. В этой сумочке главное отмечать начало. Если у вас нет маркеров, как я уже говорила, можно взять нитку и просто обычной ниткой помечать первую петлю. Но удобнее, конечно, использовать маркеры, особенно в вязании из трикотажной пряжи, они сюда идеально подходят. Снова 3 обычных столбика без накида. И следующую петлю двойной столбик без накида, который является прибавкой. Раз. Два. Раз. Два. Три. Опять проверяю себя, когда смотрю на петли предыдущего ряда. Вижу 2 петли. Значит, следующий столбик — это столбик с прибавкой. И все правильно, вязание должно закончиться одним столбиком без накида, потому что начинала я с 2. И, соответственно, эта схема должна замкнуться. 2 плюс 1 будет 3, и 3 столбика без накида — это наше чередование. Да? Просто мы его немножко сместили, повернули немножечко, для того, чтобы прибавки не получились одна на другой. Вот таким образом у нас закончился 5-й ряд. Я перехожу к вязанию 6-го ряда. 6-й ряд делается по схеме 4 столбика без накида, самых обычных, и 1 столбик двойной, то есть столбик, куда провязывается 2 петли, 2 столбика без накида. Здесь смещения не происходит, то есть мы чередуем именно по этой схеме. Раз, и я тут же вешаю маркер на первую петлю. Раз. Два. Три. 4. Тут можно себя проверить, опять посмотрев на предыдущий ряд, и вы увидите, что мы пришли в правильное место. Да? Сделали 4 одинарных петли. В предыдущем ряду была удвоенная петля, и значит следом за ней будет удвоенная петля. То есть чередование здесь обычное, никуда не смещается. Делаем удвоенную петлю. Снова 4 обычных столбика без накида. Раз. Два. Три. 4. Снова проверяем. Двойная петля в предыдущем ряду имеется. И в следующую петлю мы делаем 2 столбика без накида, то есть прибавку. И так до конца ряда. Опять 4 столбика без накида. Раз. Два. Три. 4. И снова столбик с прибавкой. Раз. Два.
4. Раз, 2, 3, 4. И снова столбик с прибавкой. Раз, 2. Раз, 2, 3, 4. Все петли вяжутся по одному и тому же принципу, то есть находится вот эта перемычка, куда вяжется либо одна, либо 2 петли. Сейчас у меня по схеме 2 петли. И снова 4. Раз, 2, 3, 4. И заканчиваем этот ряд. 2 столбика без накида в одну петлю, то есть делаем прибавку. Это был у нас 6-й ряд, и если вы пересчитаете петли, то их получится 36. 7-й ряд. 7-й ряд тоже будет вязаться по схеме идеального круга, но в этот раз будет чередование двух петель в один столбик без накида предыдущего ряда, то есть тот столбик с прибавкой, и 5 обычных столбиков без накида. То есть первую петлю мы ее находим, и ее начинаем с 2 столбиков без накида, то есть с прибавки. Сейчас я отмечу маркером. Маркером, естественно, я отмечаю первую из этих 2 петель, а не вторую. Вот это видно. И дальше идут 5 обычных столбиков без накида. Но в этом вязании обычных, потому что мы их делаем вот за эту вот заднюю перемычку. Раз, 2, 3, 4, 5. Проверяем себя, смотрим, куда мы пришли на предыдущий ряд. Все правильно. Здесь двойные петли. И в следующую петлю мы делаем снова столбик с прибавкой. Раз, 2. И снова 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Продолжаем по этой схеме до конца ряда. Ну и заканчиваем этот ряд последними 5 столбиками без накида в заднюю перемычку. И на этом 7-й ряд закончен. Если вы опять пересчитаете петли 7-го ряда, их будет 42. Начинаем вот с этой. Также очень удобно считать ряды, когда у нас есть маркеры, да. То есть вот сейчас у меня 6 маркеров, то есть количество рядов равно маркер плюс 1. То есть 6 плюс 1, 7 рядов. И мы переходим к вязанию 8-го ряда. Схема 8-го ряда — это 6 обычных столбиков без накида и 2 столбика без накида в одну петлю, то есть с прибавкой.
Но здесь будет опять небольшое смещение этой схемы, да, то есть если посмотреть предыдущий ряд, вот он заканчивается двумя столбиками без накида в одну петлю, то есть их мы провязываем обычными столбиками без накида. Раз, два. Опять же отмечаю первую петлю, чтобы не сбиться. Дальше делаю прибавку. И дальше перехожу к чередованию уже этой схемы. То есть 6 столбиков без накида. Дальше удвоенный столбик. Опять 6 столбиков без накида обычных, одинарных. И затем столбик с прибавкой. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. Проверяем предыдущий ряд и делаем следующий столбик прибавку. Раз, два. Ну и снова повторяем 6 столбиков без накида обычных, прибавка, 6 столбиков без накида обычных, прибавка. И так до конца ряда. А в конце у вас останется сделать 4 столбика без накида обычных, потому что начинали мы с 2, да? То есть схема замкнется. Вот я дошла до конца круга, и мне остается провязать обычные 4 столбика без накида в каждую петлю. И тем самым 8 ряд закончим. Девятый ряд. Девятый ряд будет у меня последним рядом с прибавками. То есть мы продолжаем вязать по схеме идеального круга. И в 9 ряду мы провязываем 7 обычных столбиков без накида. И затем делаем прибавку. Но начнем мы вязать так же, как и 8 ряд, немножко со смещением. То есть если мы посмотрим на предыдущий ряд, а я все-таки призываю вас учиться тому, чтобы видеть вязание и видеть те петли, которые вы вяжете, тогда вам не будут нужны никакие схемы, да, и вы всегда сможете увидеть, где начало, где конец, и даже маркером перестанете пользоваться. Да, то есть здесь мы провязываем 4 столбика без накида, делаем прибавку, и затем переходим к вязанию по схеме 7, прибавка, 7, прибавка, 7, прибавка, и закончится здесь 3 столбиками без накида обычными, да. 3 плюс 4 будет 7. То есть смещается эта схема на 4 петли. Итак, начнем. На самом деле можете смещать как-нибудь по-другому, да. Это просто я так предлагаю делать каждую следующую прибавку не над предыдущей прибавкой, а в следующую петлю за ней. Но она может быть и через 2 петли, через 3 или даже, ну, точно в центре. Да, это уже не столь важно. Ну, просто мне вот удобно делать следующую петлю за ней, и поэтому круг у меня получается круглый. Можете делать где-нибудь вот здесь вот в центре, да, только считайте. Сейчас я сделаю прибавку. И дальше схема 7 столбиков без накида обычных. Раз. 2. 3. Вот в эту перемычку ее я предварительно подтягиваю руками. 4.
Я дошла до конца ряда, делаю последнюю прибавку. И делаю последние 3 столбика. И на этом 9-й ряд у меня будет закончен. Такая получается круглая основа сумочки. То есть, видите, ряд, который не провязан, он немножко отстает от всех других рядов. Да, а когда вы его провязываете ряд, он прижимается. И косичка становится такой непрерывной. 10 и 11 ряд я свяжу без всяких прибавок. То есть просто в каждую петлю по столбику без накида. Это даже не интересно. Опять не забываем отмечать первый ряд. Итак, делаем 2 круга. Столбик без накида в каждую петлю предыдущего ряда, вот в эту перемычку. Два раза. Итак, я связала 2 ряда, то есть 10 и 11 без прибавок. Ну, такая получилась деталь, но она погладится еще, она будет лучше держать свою форму. И теперь нам нужно как-то сделать так, чтобы последний ряд был похож на все остальные, чтобы не было вот этого пространства. То есть нужно связать еще один ряд. Но следующий ряд будет не столбиками без накида. Он будет из соединительных столбиков, и тогда все ряды станут плотненько друг к другу. Да, и как раз получится то, что нам нужно. То есть здесь я уже маркер не буду вешать, это будет последний, так сказать, отделочный ряд. Делаю то же самое, но вяжу при этом соединительные столбики. То есть не столбики без накида. В ту же самую дужку заднюю. Раз. И вот сюда его провязываю. Да? А столбик без накида вяжется в 2 движения. Раз. И затем 2 петли провязывается. А здесь раз. И эту петлю через ту петлю, которая на крючке. Снова подхватываю. Вставляю крючок. Ну и так, петля за петлей. Ровно 1 круг нужно провязать. И видите, он сам прижимает предыдущий ряд и сам не отстает от него. То есть тоже сам прижимается сам и прижимает последний ряд. Так, последние петли. И я обрезаю нитку. Соединяю ее с краем. Оттягиваю и вывожу наизнанку. Дальше можно спрятать ее здесь и подшить обычными нитками к полотну, как уже вам будет угодно. Ну и вот такой получилась деталь. Таких деталей нужно 2 абсолютно одинаковых детальки. Да, то есть вяжете из оставшейся части точно такую же вторую деталь самостоятельно. Да, давайте ее измерим, эту деталь, в диаметре. Вот, кстати, узорность с изнанки, мне кажется, он тоже очень интересный получился. То есть диаметр примерно 21-22 сантиметра. Я тоже свяжу вторую деталь и покажу вам, как их сшивать. То есть примерно вот здесь вот они будут сшиты, да, и здесь будет оставлено отверстие, которое будет не сшито. То есть отверстие для молнии, либо для хлястика, либо для петли.
или для фермуара. Кто что умеет, тот то уже и сделает. Дальше на вашу фантазию. И вот я связала 2 половинки. Они абсолютно одинаковые. У второй половинки я хвостик оставила где-то 1,20 м, для того, чтобы этой ниткой сшить 2 детали. Как я буду сшивать, сейчас я вам покажу. Буду сшивать я эти половинки трикотажным швом по закрытым петлям. Я уже часто показывала трикотажный шов на изделиях, которые связаны спицами. Да, там я показываю вариант либо трикотажный шов по открытым петлям, либо трикотажный шов, где с одной стороны петля открыта, а с другой закрыта. Вязание крючком же петли всегда получаются закрытые, поэтому здесь трикотажный шов будет по закрытым петлям. То есть я выбираю место, откуда начать вязание, точнее начать сшивать 2 половинки, да. Можно прям в край, но я так не начну. Ну, где-нибудь вот отсюда вставляю иголку. У меня пластиковая иголка с широким ушком в петлю. И подтягиваю. И возвращаю иголку в соседнюю петлю той же половинки. И тоже подтягиваю. На противоположной стороне я вставляю иголку туда, откуда выходит нитка. То есть в данном случае это первая петля, то есть вот сюда. Для этой сумочки этот шов очень хорошо применим. Получится совершенно незаметное соединение. И снова в следующую петлю. Здесь в ту петлю, в которую мы уже сделали предыдущий стежок. Вот она. Подтягиваю довольно туго, так, чтобы нитка спряталась между вязанием, да, чтобы ее не было видно. И уже дальше в соседнюю петлю и возвращаю в ту петлю, какой уже был стежок. Да, то есть здесь новый стежок начинаем в новую петлю, а возвращаем в ту петлю, куда уже был стежок. И подтягиваю туго, чтобы нитка спряталась в вязании, в слоях. То есть останутся как бы просто 2 очень близко расположены друг к другу косички, и шва не будет видно. Именно этого эффекта я и пытаюсь добиться. Итак, петля за петлей надо сшить эти 2 половиночки. Здесь главное затягивать потуже, чтобы шов вот этот вот, ну, чтобы вот он, вот, например, вот так не остался на лице, как сейчас, да. То есть я его затягиваю, и он прячется. Ну и так сшиваем до тех пор, сколько нужно, да, вот чтобы оставить отверстие. Отверстие, ну, смотрите сами, зависит от того, что вы будете ставить, либо молнию, то, соответственно, значит, отверстие должно соответствовать длине молнии, либо, если это фермуар, то длине фермуара. То есть лучше, конечно, заранее определиться с тем, какая застежка здесь будет, и уже под нее делать это отверстие. Потому что даже молнии бывают не всех размеров, некоторых размеров, например, молнии не бывает, да, поэтому можете не угадать. И вот я дошила до конца. Я оставила отверстие длиной 25 сантиметров. Да, хвостик вот у меня вышел. То есть потом я его спрячу на изнанке и подошью. Такой получается одна половинка и вот такая вторая. Да, они абсолютно одинаковые. И вот он шов, как выглядит. Сейчас поближе покажу. То есть 2 косички просто плотно примкнули друг к другу. Но мне остается только вставить молнию и сделать ручку. Ручку я сделаю витую. У меня остался еще вот небольшой моточек пряжи от вязания. Как сделать витую ручку, я уже показывала. Буду делать точно по такому же принципу. Ссылку вы найдете внизу. Вот такая сумочка у меня получилась. Я сделала молнию.
И одела ручку. Ручку я делала другого цвета, но, в принципе, из остатков пряжи еще можно сделать ручку. Просто я для контраста сделала ручку другого цвета, другого розового цвета. То есть две абсолютно одинаковые половинки. Шов, который проходит вот здесь, который совершенно незаметен. То есть одна половинка, получается, плавно переходит в другую. То есть то, что это связано двумя половинками, мне кажется, никто даже не догадается. Но если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки. Если не понравился, ставьте дизлайки. Также подписывайтесь на мой канал. И спасибо за внимание.